Привет, друзья! Сегодня приготовим замечательные, ароматные, вкусные, насыщенные свиные ребрышки в казане с картофелем. Простое, понятное блюдо, любимое многими. Мясо и картошка. Самое главное здесь вкусно пожарить мясо, хорошенько обжарить и растушить картофель, чтобы он был мягким и разваливающимся. И все секреты сегодня мы с вами разберем по полочкам. У меня сегодня 2,5 килограмма 2 ребрышек, маленьких, коротких. Просил на рынке, чтобы мне дядя Карен отпилил, с хорошими прожилками. В общем, начинаем зачищать от шкуры. Для удобства я разделю на две части. Работаем вдоль кости. Теперь тонким ножом аккуратненько уберу шкуру. Конечно, шкурку можно и не срезать, многим она нравится, но тут все зависит от породы и от способа того, как обрабатывали свинину. В моем случае эта шкурка получится достаточно плотной, поэтому я ее убираю. Останется только чистое мясо. И вдоль кости, по ребрышкам, я разбираю на порционные куски. Вот так вот аккуратненько, на красивые, ровные порционные куски. Только посмотрите, какое потрясающее мясо. Ну просто не мясо, а красота, настоящее произведение искусства с разными прослойками, разными структурами и самое главное, оно на косточке. А мясо на косточке всегда получается более ароматным. Поскольку мы будем его в дальнейшем обжаривать и тушить, сильный маринад мясу не нужен, он все равно объединится вкусами со всем остальным блюдом и растушится. Но предварительно немножко просолить и проперчить лишним не будет, поэтому добавляем специи и оставляем мясо примерно на полчаса. Мы за это время как раз займемся картофелем. Мясо немного посолю. Добавлю немного копченой паприки. Можно смесь перцев использовать, это не принципиально. И добавлю немного семян тмина. Именно тмина, не зиры, чтобы никто ничего не перепутал. Хорошенько перемешиваем мясо и оставляем его промариноваться. Можно добавить небольшое количество растительного масла для того, чтобы специи лучше раскрывались. Но так как мы впоследствии будем и так жарить в достаточно большом количестве масла, плюс в свинине небольшое количество жирных прослоек, на мой взгляд, в этом нет никакой необходимости. Пахнет просто потрясающе. Мне очень нравится, как тмин раскрывает себя вместе со свининой. Отставляем мясо в сторону, а мы начинаем заниматься картофелем. Как я и говорил, нам нужно его хорошенько обжарить, запечатать до хорошей золотистой корочки. Поэтому в казан или в глубокую кастрюлю наливаю достаточно большое количество масла, лучше где-то пол-литра на такое количество. Его потом можно будет убрать, оставить для похожих блюд. Но для того, чтобы картошка хорошо пожарилась, нам сейчас потребуется большое количество горячего масла. И даем ему хорошо нагреться. Картошку для данного блюда я стараюсь выбирать среднюю. Вы тоже смотрите, чтобы она не была слишком мелкой и слишком крупной. Ну вот примерно такие небольшие картофелины, чтобы они успели пожариться, внутри приготовиться и не остались сырыми после того, как мы закончим готовить наше блюдо. Иначе будет неприятно. Разламываете большую картошку, а внутри она хрустит. Никому такое не понравится. Тем временем масло у нас разогрелось, и мы можем отправлять туда обжариваться картофель. Самое главное, после того, как вы его почистили, хорошенько его обсушите. Масла много, будет брызгаться, вам точно не понравится. И сейчас пока что нет необходимости добавлять соль или перец. Просто обжариваем до хорошей золотистой корочки. Шкварчит, жарится. Оптимальная температура для приготовления картошки, в принципе она стандартная и для картошки фри, это примерно 170 градусов. Тогда картофель медленно пропекает, становится золотистым и абсолютно не горит. Она у меня жарилась уже примерно 15 минут, просто посмотрите, какие красивые картофельные стали. Сейчас я уберу их из масла, отложу в сторону и в этом же в масле аккуратненько запечатаю мясо со всех сторон, для того, чтобы оно тоже стало с хорошей золотистой корочкой.
Отставляем картошку в сторону и аккуратно начинаем обжаривать мясо. Не забывайте, что мясо намного более влажное и масло может начать брызгаться, поэтому закладывайте небольшими порциями, аккуратно кладите от себя, чтобы если и были брызги, то они шли не на вас, а то можно обжечься. Мясо просто загляденье. Жарить в большом количестве растительного масла, это, конечно, очень удобно. Ничего не пригорает, со всех сторон красивая румяная корочка. Но, конечно, очень неэкономично, поэтому такие блюда мы готовим не часто, но получаются они очень вкусными. Вторая партия мяса у меня уже тоже обжарилась, я ее выкладываю, отставляю в сторону, и из чугуна нужно убрать лишний жир. Это можно сделать с половником или какой-то кастрюлей. Просто слейте и оставьте буквально немножко на донышке. На донышке. Картошка готова, мясо готово, мы готовы продолжить приготовление. Теперь все намного проще. На дно мы выкладываем картофель, сейчас его можно посолить, поперчить. Добавляем небольшое количество горячей воды, выкладываем мясо. Можно закрывать крышкой, можно пропаривать так. Тут как вам удобнее. Мне нравится накрыть каким-нибудь тазиком или крышкой, тогда мясо получается намного более мягким. И забываем про него минут на 45, а можно даже на час. Картошка получится потрясающе нежная, мясо мягкое и сползающее из кости. Аккуратно распределяю картофель по дну казана. Немного солим картофель, свежемолотый перец и выкладываем мясо. Немного горячей воды и оставляем томиться. Ну что, друзья, наши ребрышки с картошкой томились 50 минут. Самое время открыть крышку, полюбоваться на них и красиво подать их к столу. Друзья, я думаю, по картинке вы и так поняли, насколько все вкусно получилось. Я буду вам благодарен, если вы поддержите это видео лайком, комментарием и поделитесь этим рецептом в ваших социальных сетях. Это очень помогает в развитии моего канала. Ну а теперь давайте разрежем, посмотрим, какая получилась картошка, мясо и насладимся этим замечательным вкусом. Давайте возьмем картошку. Отличная зажаренная корочка, мягкая внутри. И ребрышко. Я думаю, вы понимаете, насколько это мягко. Запах бомба. Мясо такое же нежное, как и картошка. Ты ешь их вместе, и они просто сливаются. Это бесподобно, друзья. Обязательно готовьте.